Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Венгрия готова заменить Россию на Туркмению, лишь бы не остаться без газа, а Болгария планирует перекрыть транзит российского газа для Венгрии и Словакии, если навсегда откажется от российских энергоносителей к 2027 году, заявила фон дер Ляйен. Борис Леонидович, что такое происходит? Нам как бы известно, что Болгария, страна, которая отказалась от российского газопровода, от российской АЭС, отказалась вообще от всего российского, как бы это не было выгодно. Но скажите, а Туркмения тут при чем? Действительно очень сложно сказать, при чем здесь Туркмения. Может быть, в Венгрии какая-то ностальгия по проекту магистрального газопровода «Набукко», над которым изо всех сил трудилась австрийская компания ОМВ, которую поставили главное по этому проекту, который закончился ничем. Идея была в том, чтобы магистральный газопровод с туркменских месторождений прошел насквозь через Каспийское море, вобрал в себя где-то там по пути еще иранский газ, ну и так далее, и так далее. Ничем не закончилось. Соглашение 5 прикаспийских государств подписано. Любое строительство только со всеобщего согласия при тщательной экологической экспертизе и так далее, и так далее. Можно об этом вспоминать сколько угодно, но единственный вариант, как можно получить туркменский газ, выглядит достаточно замысловато. Время от времени нерегулярно осуществляются своповые поставки с Ираном. Газ из Туркмении идет в северо-восточный регион Ирана. В ответ Иран поставляет газ по магистральному газопроводу в Турцию. Вот этот газ можно каким-то образом дальше отправлять на территорию Европы. У Турции какое-то количество газопроводов для этого имеется, но объемы невелики. Объем поставок из Ирана в Турцию максимально 10 миллиардов кубометров. Так что, ну, Венгрия, конечно, тревожится. У нее нет морских побережий для того, чтобы поставить регистрационный терминал под СПГ. В любом случае она будет зависеть от транзита через третьи страны. И это все вместо того, чтобы спокойно получать газ по совершенно исправному турецкому газопроводу, который на территории Болгарии получает наименование «Балканский поток». Заявление премьер-министра Болгарии и министра энергетики мы уже слышали. Он намерен действовать в строгом соответствии с пожеланиями фон дер Мерц. Нет, фон дер. Там было заявлено, что с 2026 года необходимо прекратить спотовые поставки, краткосрочные поставки по трубопроводу. Такая возможность сейчас имеется, и вот Болгария намерена это пресечь, потому что таково пожелание Европейской комиссии. С 27 года, опять же, по мнению Еврокомиссии, необходимо прекратить в одностороннем порядке европейским компаниям все долгосрочные договоры с «Газпромом». Насколько это юридически корректно, чем это угрожает каждого из партнеров «Газпрома» по этому бизнесу, ну, наверное, каждый должен решать сам. Собственно говоря, вот такая обстановка. То есть инициативы со стороны Соединенных Штатов о том, что США заместят все поставки из России, всех углеводородов, наталкиваются на полнейшее понимание со стороны фон дер. Она тоже за это выступает, не надо никого агитировать, все в едином порыве. Такой вопрос, что для того, чтобы поставлять газ в таких объемах, необходимы не только регистрационные терминалы, но и новые газопроводы. Предыдущие 50 лет то, что строилось в Европейском Союзе, это газопроводы по направлению от суши к морю. Газ приходил с востока, и далее по распределительным сетям компрессорные станции устанавливались именно вот в таком режиме. Кроме того, конечно, осуществлялись поставки из Норвегии. Они и сейчас осуществляются. Норвегия стала крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Европу, при этом не увеличивая объема. Если смотреть по объему поставок, то приблизительно равные объемы, 110 миллиардов кубометров в год, плюс-минус, в зависимости от планово-предупредительных ремонтов и прочих каких-то величин. Нарастить объемы добычи у Норвегии не получается. Крупные месторождения на поздних этапах выработки, вновь открываемые месторождения мелкие.
и они, грубо говоря, возмещают те потери, которые происходят с объемами добычи на крупных месторождениях. Поэтому вот эта величина 110 миллиардов кубометров остается более-менее постоянной. Стоит заметить, что с распределением регистрационных терминалов в Европе не сказать, что получилось гармонично. Треть мощностей приходится на Испанию, которая магистральными трубопроводами с остальной частью Европы связана крайне мало. Во всяком случае, разговором о том, что нужно строить трубопровод во Францию через горы, ведутся уже много лет, движений никаких нет. Так что, ну, вот поведение Венгрии понятно, поведение Болгарии тоже понятно. Болгария замечательное государство, которое всегда согласно с любыми антироссийскими действиями. Я не помню ни одного проекта, связанного с российскими углеводородами, с российской энергетикой, который бы в одностороннем порядке Болгария не разрывала. Это касается и продолжения магистрального нефтепровода «Дружба», и строительства атомной электростанции «Белена», это строительство Южного потока. Вот теперь Болгария решила стать еще и поперек турецкого потока. Насколько это осуществимо, с учетом того, что газ в Болгарию приходит со стороны Турции, вопрос достаточно сложный. Можно прервать поставки российского газа, но прервать поставки турецкого газа невозможно. У Турции очень много газа, это всем известно. Если кто в этом сомневается, может посмотреть в честные глаза Дона Эрдогана и убедиться, что газа у него в любом количестве, любого качества. Юридически разобраться с тем, какой газ Турция будет поставлять в Европу в этом случае, практически невозможно. У Турции есть собственная добыча, у Турции есть магистральный газопровод из Ирана, есть магистральный газопровод из Азербайджана, два газопровода «Голубой поток» и «Турецкий поток» из России. Достаточно совершенно честного заявления, что поставляется исключительно турецкий газ. Все. Разобраться с этим дальше уже невозможно. Может быть, поэтому Болгария столь смело выступает с этими творческими инициативами, хотя понимает, что тем самым может нарваться на какие-то неприятности со стороны Венгрии. Это дружная семья европейских пауков в банке многое что может по отношению друг к другу. Наблюдать за этим достаточно занимательно. Если говорить о интересах России в этом направлении, то мне кажется, что продолжение торговли со странами, которые занимаются грабежом и воровством, долго продолжаться не может. Понятно, что такие поставки по более чем серьезным ценам России, нашему государственному бюджету выгодны, но понятно одновременно, что это временное явление. Если говорить о том, какими могут быть объемы поставок, ну, вторая нитка магистрального газопровода «Турецкий поток» – это 15,75 миллиарда кубометров газа в год при 100% мощности. Если считать, что средняя цена продажи около $400, то речь идет о 6 миллиардах выручки, из которой надо, разумеется, вычесть себестоимость добычи и прокачки. В те времена, когда у нас были относительно спокойные отношения с Европой, себестоимость этого процесса с учетом экспортной пошлины оценивалась в $100 за 1000 кубометров. То есть речь идет о том, что «Газпром» не досчитается 4,5 миллиардов долларов и, соответственно, снизится объемы поступления в государственный бюджет. Как это замечать, тоже известно. Мы достаточно внимательно наблюдаем за тем, как вышла на полную проектную мощность «Сила Сибири». На всякий случай напоминаю, что была договоренность, что объемы можно увеличивать до, по-моему, 50 миллиардов кубометров. И первое соглашение в этом направлении подписано на Восточном экономическом форуме. В ближайшее время объемы поставок с 38 миллиардов кубометров будут увеличены до 44. И в 2027 году, то есть как раз к тому времени, когда Евросоюз намерен отказаться от покупки любых российских углеводородов, начнет работать Сахалинский маршрут. По договоренности сторон его мощность увеличена до 12 миллиардов кубометров. То есть, если сравнивать по объемам, новые объемы по «Силе Сибири» 6 миллиардов кубометров, 12 миллиардов по Сахалинскому маршруту, вот по объемам мы, собственно говоря, с предстоящими потерями на европейском газовом рынке уже уравниваем. Понятно, что цены поставок в Китае будут ниже. Многие любители рассказывать про Юру и полимеры говорят, что так делать нельзя.
Я напомню, что единственный регион на планете, который отказался при торговле газом от нефтяной корзины долгосрочных договоров, это Европейский Союз. Все остальные регионы мира работают по долгосрочным контрактам с нефтяной привязкой. Не на основании котировок торгов на газовом хабе TTF, а на основании ставшем уже традиционным гронингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта. Привязка к нефтяной корзине, куда входят не только сама нефть, но и мазут, и дизельное топливо печное. Вот все это вместе, дальше идет формула цены. В обычных случаях стоимость меняется раз в 9 месяцев с тем, чтобы не мучиться из-за волатильности, связанной с тем, как меняется цена на нефть на мировой бирже. Если смотреть по этому году, то по оценке нашего уважаемого Министерства экономического развития, средняя цена поставок газа в Китай будет на уровне $270 США. На всякий случай напомню, что средняя цена в предыдущие годы поставок российского газа в Европу была в пределах 250 в лучшие годы. Себестоимость поставок газа из тех месторождений, которые используются конкретно для поставок в Китай, в Якутии и в Иркутской области ниже, чем $100. Так что здесь сказать, что «Газпром» очень сильно проигрывает по цене, невозможно. И относиться, на мой взгляд, к этому надо спокойно. Торговля с Китаем идет по мировым правилам, торговля с Европой в режиме биржевых спекуляций. Поверить в то, что Китай откажется от нефтяной привязки и тоже будет играть в игры, подобные тем, которые устроили в Европе, ну, Китай все-таки цивилизованное государство с многотысячелетней историей, не подвержен подобного рода политическим изыскам. Вот, собственно, такая обстановка. Венгрию, конечно, можно пожалеть, что она оказалась в этой банке в составе Европейского Союза. Ну, таково решение венгерского народа. Вот, можем только сочувствовать, наблюдать. Может быть, что-нибудь даже выразить, там, сожаление или восхищение. Но это уже не наша с вами проблема. Борис Леонидович, а почему газ, идущий из Туркмении, тот же Китай, покупает дороже, чем российский газ? Чем он отличается-то, собственно? Российский газ проходит через фильтр, который называется Амурский газоперерабатывающий завод, на котором из этого газа извлекаются все ценные компоненты: этан, пропан, бутан, гексановая фракция и гелий. В результате в магистральные сети Китая поступает чистый метан. Все, что с ним можно сделать, это использовать как энергетический ресурс, либо для переработки в метановую группу. То есть то, что связано в основном с сельскохозяйственными удобрениями, начиная от аммиака до карбамида. Туркменский, ну, на самом деле, он идет не только из Туркмении, это целая система магистральных газопроводов Центральной Азии и Китай. Построена она уже в постсоветское время. Общая мощность 55 миллиардов кубометров газа в год. До такого максимума не доходило. До 50 миллиардов, да, доходили. Но это поставки не только из Туркмении, но и из Узбекистана и Казахстана совокупно. Поставки осуществляются, но никакой переработки перед поступлением газа в Китай нет. То есть он приходит туда со всеми компонентами, но совершенно логично, что он стоит дороже, чем тот газ, который очистили от всего, что имеет более маржинальную, так скажем, составляющую. Удивляться тоже не приходится. И когда нам говорят, что Россия, «Газпром» не умеет продавать свою продукцию, ну, все-таки надо соотносить это с реальностью. Реальность значительно интереснее, чем бухгалтерский учет, так скажем. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Сохраняйте информационную гигиену, не тратьте эмоции на сообщения целого ряда западных СМИ. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.